корейские блинчики из картофеля. Сегодня нам понадобится немного, всего лишь 3 картофеля, около 500 грамм, 2 зеленых перца чили и 2 щепотки соли. Это всего лишь один из возможных способов приготовления этого блюда, а вообще их несколько. Итак, 1 зеленый перец чили мы нарезаем тонкими кольцами. Это нам потребуется для декорации, для украшения, если мы хотим украсить блинчики. Можно также использовать вместе зеленый и красный перец чили. И второй зеленый перец чили, который мы заготовили, мы сначала должны будем также нарезать тонкими кольцами, а затем измельчить. Если мы измельчаем зеленый перец чили ножом, то делаем это таким образом. Измельчив зеленый перец чили, мы приступаем к нарезке картофеля. 3 картофеля, я повторяю, около где-то 500 грамм в общей сложности нам потребуется. И мы нарезаем картофель такими кусками, такой величины и ширины, который может перемолоть наш блендер, потому что затем мы будем перемалывать картофель. Поэтому нарезаем куски соответственного размера, подходящего для перемолки в вашем блендере. Теперь нам потребуется примерно 2 стандартных маленьких пластиковых стакана воды, но в принципе количество воды в данном случае не важно при перемолке. Для чего мы перемалываем? Собственно говоря, для того, чтобы извлечь крахмал из картофеля. Поэтому заливаем картофель водой и перемалываем. Я закладываю картофель и перемалываю порционно, поскольку мой блендер достаточно маленький и сразу все количество перемолоть не могу. Но в общем мы получаем вот такую вот кашеобразную массу. Чем мельче вы перемолите картофель, тем вообще лучше в данном случае. Вот примерно такая масса у нас получается. И общий полученный объем с 3 картофелей вот такой. Видите, вода уже начала менять цвет, поэтому нужно все делать достаточно быстро. Но поскольку я делаю это порционно, он уже начал розоветь. Далее нам потребуется марля, сложенная в несколько слоев, или кусок натуральной чистой ткани, который через который можно процеживать. Мы заливаем, можно частями, можно сразу все, но лучше, конечно, частями, так удобней. И начинаем это отжимать. Нажимаем аккуратно, но сильно. То есть мы извлекаем воду вместе с крахмалом. И у нас получается вот такой вот твердый остаток, можно назвать, наверное, это картофельной мукой. Мы это откладываем в сторону. Давайте посмотрим еще раз на процесс. Итак, залили массу в марлю или ткань, отжали воду вместе с крахмалом, и у нас остается твердая масса. Ничего не выбрасываем, все будем использовать. Теперь твердую массу мы складываем в какую-нибудь тарелку и отставляем в сторону. А полученную воду, которая в данный момент еще содержит крахмал, мы оставляем стоять, не трогая, отстаиваться на 20-30 минут, чтобы она дала осадок. И что мы получаем через это время? Мы должны будем сливать воду, не повредив осадок. Делаем это потихоньку и аккуратно. У меня в данном случае крахмальный осадок был не очень-то большой, не очень-то много получилось крахмала. Но это уже зависит от самого картофеля, от его сорта и многих других вещей. Закладываем картофель в крахмал. Видите ли, что он уже успел порозоветь? Это от того, что он начал окисляться, мякоть начала окисляться от соприкосновения с воздухом. И закладываем измельченный прежде чили. То, что он розовеет, это нормально, это зависит от сорта картофеля и многих других вещей. И добавляем соль, 2 щепотки. И все это хорошо перемешиваем, так как мы обычно замешиваем тесто. Очень важно собрать весь крахмал со дна и смешать его с картофельной массой. Если крахмала было немного, то можно добавить обычный картофельный крахмал, купленный в магазине. Но если вы получили крахмала достаточно много, то это не требуется. Главное, чтобы у нас получилась вот такая вот масса, достаточно хорошо слипаемая. И я обычно сначала скатываю из этой массы шарики. Почему? Потому что шар идеальной формы, и ее потом очень
легко приплюснуть, образовывая блинчики достаточно идеальной круглой формы. Теперь мы нагреваем сковороду с растительным маслом для жарки. И как только масло нагрелось, зашипело, мы закладываем заготовленные скатанные кружочки и просто вот так вот спатулой их приплющиваем. И, как видите, получается достаточно симпатичная округлая форма. И жарим все это на среднем огне, чтобы у нас не подгорело ничего, а позолотилось снаружи и образовалась корочка, а внутри блинчики, хотя я бы, наверное, скорее назвала это картофельными котлетками, чтобы они были сочными и пропеклись. Теперь прежде нарезанный перец, чили, зеленый и красный, о котором я говорила, можно из него вот такую вот красивую выложить декорацию в виде цветочков. Вот. Можно либо просто зеленый, либо красный, в общем, как вам нравится, дело вашей фантазии. И перед тем, когда блинчики уже прихватились, мы закладываем вот эту декорацию. И перед тем, как перевернуть, немного приплюснем спатулой в заложенный перчик, и чтобы он не отвалился в процессе переворачивания, и аккуратно переворачиваем, и опять немного прижимаем сверху спатулой или лопаточкой, что у нас там под рукой есть. И обжариваем также с другой стороны. В процессе обжарки можно переворачивать блинчики туда-сюда несколько раз. Это уже как получится. Главное, чтобы они достигли золотисто-коричневой корочки. И все, можно подавать к столу. Только приготовим еще дип-соус. Чтобы сделать это блюдо совсем азиатским, нам потребуется щепотка обжаренных кунжутных семян и уксус 1 столовая ложка. Вообще пропорция уксуса, соевого соуса и воды 1 к 1, то есть 1:1:1. Далее соевый соус 1 столовая ложка и вода также 1 столовая ложка. Все это мы перемешиваем, и, собственно говоря, наш соус готов. Сервируем все это к столу и начинаем тестинг. Как я и говорила, блинчики, они должны быть снаружи с плотной, такой поджаристой, красивой корочкой, золотисто-коричневой. Глубина обжарки зависит от того, как вы это любите, но смысл в том, что внутри этот самый блинчик, он должен остаться мягким и достаточно сочным, то есть должен иметь консистенцию пропеченной картошки. Окунаем это в соус и получается идеальный вкус. Если, кстати, соус вы не делаете, просто положите побольше соли в блинчики. И, надеюсь, вам было интересно. Лайкайте или дизлайкайте, подписывайтесь и не пропустите новые выпуски. Приятного аппетита!